Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Наконец-то выпуск начинается с анонса игры, а не обсуждения скандалов. Ура! Разработчики из Megapixel Studio при поддержке издателя Forever Entertainment представили ремейк легендарного рельсового шутера The House of the Dead 2. Из анонсирующего трейлера следует, что обновленная версия появится уже этой весной. Ремейк может похвастаться не только улучшенной графикой, но и обновленным саундтреком, который при желании можно переключить на старый. Помимо этого, авторы обещают бережное воссоздание оригинального геймплея с кооперативом, разветвленными локациями и 3 игровыми режимами. Классическая кампания, босс-раш и тренировка. Системки показывать не буду, даже Джокер с 1050 Ti сможет ремейк запустить. Вы тоже справитесь, не переживайте. Помимо ПК, игра заявлена для PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Правда, без русской локализации. Точная дата релиза пока неизвестна. В начале месяца студия Warhorse разослала журналистам и блогерам ревью копии Kingdom Come Deliverance 2. В связи с этим счастливые обладатели ранней версии игры поспешили поделиться своими первыми впечатлениями в предварительных обзорах. Говорят, что Warhorse Studios учла критику первой части, уделив максимум внимания полировке. Серьезных багов почти нет, а оставшиеся мелочи обещают исправить с первыми патчами. Что касается сюжета, то стартует он сразу после финала оригинала, поэтому пролог слегка затянут из-за экспозиции. Однако потом повествование захватывает с головой. Хоть это и продолжение, но перенос сохранений напрямую из первой части невозможен. Игроки могут выбрать ключевые решения прошлого через диалоги. Боевая система стала проще для новичков, но все еще требует тактического подхода и повторной прокачки скиллов. Индра же разучился драться. Снижение навыков протагониста на старте объясняется травмой. Локации и атмосфера получили особую похвалу. Облизали все. От реалистичных лесов до достоверной архитектуры средневековой Европы. А свобода действий позволяет не только следовать сюжету, но и шататься по локациям в своем темпе и решать все, опять же, по-своему. Получится хоть доблестного рыцаря отыграть, хоть настоящего утырка. В целом, рецензенты сходятся во мнении, что Kingdom Come Deliverance 2 является превосходным сиквелом, который не отходит от канонов оригинала, а наоборот, развивается на их основе, став удобнее, масштабнее и проработаннее во всех аспектах. Выйдет игра 4 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русской локализацией текста. Накануне известные инсайдеры вывалили ушат сведений о сроках выхода новых игр и готовящихся проектов. Если им верить, надвигается внушительный обмен эксклюзивами. В свежем выпуске своего подкаста блогер Nate the Hate, который раньше уже делился достоверной информацией о невыпущенных играх, сообщил следующее. В 2025 году Microsoft Flight Simulator 2024 и Halo The Master Chief Collection выйдут на Switch 2 и PlayStation 5, а Final Fantasy VII Remake появится на Xbox Series. За ней в 2026 последует Rebirth. На апрель запланирован релиз South of Midnight. В мае Doom The Dark Ages, а в июне ремейк The Elder Scrolls 4 Oblivion, который будет мультиплатформенным. Осенью ждем Gears of War и Day, а слухи о Gears of War Collection намекают на релиз сразу на Xbox и PS5. А вот порт Forza Horizon 5 для PS5, похоже, отменен. Все уже ждут шестую часть, так что и смысл. Ну еще на ближайшей презентации Xbox могут анонсировать и сразу выпустить 16-ю финалку на коробку. В заметке на сайте можете найти чуть больше подробностей по этим и некоторым другим релизам, не буду тут все пересказывать, суть и так ясна. Игры Xbox продолжат активно растекаться по всем платформам. Ну и игры плойки тоже. Бюджет современных AAA игр может запросто улететь за отметку в $200 миллионов. А ведь еще в 90-е на создание крупнобюджетной игры уходило всего 5-10 мультов. Почему все так изменилось? Пообщавшись с разработчиками, журналист Bloomberg Джейсон Шрайер пришел к выводу, что стремительный рост по большей части обусловлен не погоней за качеством графики, а неэффективным управлением. Небольшая доля бюджета уходит на различные расходы по типу аренды помещения и покупки оборудования, заметно уходит на графон, но подавляющая часть средств уходит именно на оплату труда. В
качестве примера Шрайер привел усредненную сумму в довольно дорогом городе вроде Лос-Анджелеса. Здесь в месяц на сотрудника может уходить 15-20 тысяч долларов. По грубым подсчетам, за год студия из всего 100 человек, на каждого из которых нужно выделить по 15 тысяч баксов, потратит 18 миллионов долларов. В настоящее время штат команд гораздо больше, да и зарплату необходимо предлагать повыше, чтобы притягивать высококлассных специалистов. Так что в пересчете на 300 человек с затратами на каждого в 20 тысяч долларов выходит приличная сумма в 72 миллиона долларов. К масштабам игр тоже есть вопросики. Навалить контента — это денег стоит. Но что больше всего беспокоит Шрайера, так это постоянно встречающийся неумелый менеджмент. Например, какую-то фичу решили отменить, так как она не понравилась ребенку гендиректора. Из-за несостыковок в графиках инженеры не успели доделать инструментарий, поэтому команда полдня смотрит сериалы за 20 тысяч баксов. Все знают, что уровень вырежут, но все равно продолжают им заниматься, так как официального сигнала бросить его пока не поступало. И подобным рассказам нет конца. По мнению журналиста, если компании действительно задаются вопросом, как бюджеты выросли до 9-значных сумм, то, возможно, пришло, как он сказал, время для саморефлексии и менее безголового управления. К слову, про странное управление командами и заоблачные бюджеты. Sony, похоже, основала новую студию в Лос-Анджелесе. Да, сейчас. Ну и тайминги. Дело в том, что недавно в сети появилась вакансия старшего проект-продюсера в неназванной команде Sony из LA. В тексте объявления указано, что на работу зазывает, кавычки открываются, недавно основанная AAA-студия. Кавычки закрываются PlayStation, где уже трудятся лидеры отрасли и опытные девелоперы. В СМИ предположили, что, скорее всего, новенькой командой руководит Джейсон Бландел, который покинул Deviation Games в 2022 году. Напомню, ее основали выходцы из Treyarch в 2020-м, чтобы сделать инновационный шутер для Sony. Однако в марте 2024-го команду распустили. Она так и не выкатила ни одной игры. Позже начали поговаривать, что Sony сама собрала новую команду из остатков этой погибшей Deviation. Что до новой студии, она занимается прорывным AAA-проектом по новой франшизе для консолей. В тексте объявления нет ни названия организации, ни каких-либо зацепок, чтобы опознать готовящуюся игру. Приквел-серия Deus Ex от Eidos Montreal завершилась на клиффхенгере, и с отменой новой части фанаты утратили шанс узнать, чем закончится история Адама Дженсона после Deus Ex Mankind Divided, или нет. Сценарист Марк Чечери, или Чечери, не знаю, извините, трудившийся над двумя последними Deus Ex, пролил свет на то, как бы сюжет развивался в третьей игре. Из беседы разработчика с авторами YouTube-канала From Script to Life стало известно, что в Eidos Montreal планировали подвязать третью часть к событиям первой Deus Ex, той, что вышла в 2000 году. Если верить Чечери, Адаму так и не суждено было одолеть иллюминатов, так как они все еще существуют в 2050 году. Однако до одного из членов тайного общества он бы все же добрался. В результате действия протагониста привели бы к событиям первой Deus Ex. Цитата. «В этом заключается трагедия Дженсона. Он запускает процессы, которые вынуждают Боба Пейджа стать тем персонажем, которого мы знаем», — рассказал сценарист. Очередная F замечательной серии. Даже оборванную на полусловие Mankind Divided прошел с огромным удовольствием. А вот и все новости на сегодня. Можете перейти на сайт, почитать, что в выпуск не попало. Там много за кадром осталось. Ну, либо уделить внимание новой части истории серии «Бэтмен» от Вани Лоева. Для любителей статей и звуковок тоже найдется контент. Алексей Лихачев собрал в одном месте мнения разработчиков на тему того, как исцелить игровую индустрию. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!